Ой, у нас очень-очень жарко. Я сейчас иду. Опять моя любимая 3-часовая поездка в аэропорт. Я немножко торопилась, потому что я с 6 утра в делах была. Но I'm so excited, как говорится. Поэтому вот. Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать и приятного просмотра. Наша поездка началась с того, что я приехала из моего города в Милан. На фоне этого очаровательного ресторана я хочу рассказать, что на самом деле Марокко встретила нас не так радужно, как я ожидала. Я не ожидала ничего плохого, так скажем, ничего сложного. Думала, что это будет чилловая, лайтовая поездка, но внезапно и совершенно неожиданно паспортный контроль был достаточно долгим и сложным. Многих людей достаточно так подробно спрашивали. И, например, у нас была квартира с Airbnb забронирована, и, соответственно, мы не знали код. Пограничник звонил ательеру. И такой паспортный контроль более похож на Израиль и Иорданию. Это было неожиданно. Не говоря уже о том, что было очень много вопросов. Thank you so much. Доброе утро. Это наше первое утро в Марракеше. Я встала от пения птиц и в 5 утра от мечети. Мне, в принципе, нравится вид аутентично. Действительно, Африка, птички. С самого раннего утра. Погода как в Египте зимой, прохладненько так, но ничего. Главное, что есть солнышко и хорошее настроение. Сначала город показался очень закрытым. Действительно, по сравнению со многими другими странами, люди менее приветливые, менее общительные. Мы просто в шоке. Какая офигенная погода, какая красота. Горы вот такие вот красивые есть, белые, снежные. И с другой стороны, там они песчаные. Такая вот красота. Мы тут живем недалеко. Но один из факторов города и страны, который мне понравился очень сильно, это еда. Первое – это их знаменитый мятный чай минти на основе зеленого и специальная чайная церемония, вот специальный ритуал, как вы видите на видео. И, собственно, еда. Конечно же, корзиночка хлеба. Чаще всего это свежеприготовленный, испеченный сок. После вкусного завтрака, конечно, приятно прогуляться по городу, и мы пошли на Медину, в историческую часть города, где, собственно, есть рынки, много местных людей, и можно почувствовать настоящий арабский дух. Идя по Медине, вы будете окружены множеством маленьких лавочек. И посмотрите, здесь можно купить все, начиная от продуктов, одежды, традиционных марокканских сувениров. Самое главное – это держать ухо востро и быть осторожными, потому что, конечно же, здесь достаточно много воришек, карманников, но самая большая опасность, как по мне, это мотоциклисты, потому что они едут вообще не соблюдая никакие правила, и нужно быть очень-очень аккуратными, смотреть. К сожалению, далее мы не раз, не два видели трупы животных, трупы птиц. В первый день было пасмурно и очень-очень много дождей, что неожиданно. Поэтому мы решили укрыться в абсолютно очаровательном большом магазине. Вы только посмотрите, это действительно магазин. Вокруг множество ярких ламп, ручные ковры с различными традиционными узорами и множество статуэток. Они тоже традиционные, арабские, необычные. Мы находимся на классическом базаре сейчас. Я шокирована. Это так красиво, это так классно. Просто посмотрите. Просто посмотрите вокруг. Столько много вещей, настоящая восточная эстетика, ковры, верблюды, водопад. Не сказать, что тут все дорого-богато. На самом деле, двойное впечатление.
Вы только посмотрите, что находится вокруг. Я никогда не была в таком магазине. Этот музей лучше. Это музей. Это не магазин, это музей. И это все бесплатно. Я просто в шоке. Вы посмотрите на эти картины. На эту ручную работу. Я хожу, я не знаю, сколько я уже хожу. Тут больше, чем, я не знаю, 5 этажей. Тут настоящий лабиринт. Вы просто посмотрите. Я просто в шоке. Я реально не знала, что такое вот бывает. Это очень классно, это очень прикольно. Это действительно классный магазин, который я справедливо считаю называем музеем, потому что просто посмотрите вокруг. Я хотела там купить буквально все. Каждая деталь, каждая вещь – это произведение искусства. Я бы с удовольствием осталась здесь жить. Или купила здесь все к себе. На самом деле мне было сложно держаться, и я действительно купила достаточно много вещей в Марокко, много товаров. Это не было дешево, но, боже, вы только посмотрите на каждую маленькую детальку. Это все так мило, это все так классно и аутентично. Далее начался очень сильный дождь, и мы, конечно, не ожидали от Африки такого сюрприза, потому что в других местах обычно дождей нет. Мы решили укрыться в кафешке, взяли традиционный мятный чай, и нам он очень, кстати, понравился. Я вообще любительница мяты, зеленого чая, поэтому мне нравилось на все 100%. И я решила наливать в нашем традиционном русском стиле, не в традиционном марокканском. Но, тем не менее, также вкусно. Чтобы так держать телефон. Ну что, каково впечатление о Марракеше? Вообще я хотела сказать, зачем мы вместе помады многоразовые, если можно об стену потереть. Там то же самое. Мы просто хотели потратить 1 евро за вещь, которая стоит 10 центов, наверное. А это главная площадь, очень важная местная достопримечательность. Мы сюда пришли, когда все закрывается, но как опыт, как экспириенс очень даже интересно. Честно, это чувствуется как апокалипсис. Все закрывается, суета. Но это не похоже ни на какую арабскую страну. Вечером мы наслаждались традиционной кухней. Мы взяли тажин, это тушеное мясо с овощами в горшочках, и кускус. И кускус, который готовили там, я нигде такой вкусный кускус не ела, поэтому рекомендацион. Третий день мы начали с сада Мажореля, и это действительно очень классное место. Итак, мы пришли в сад, близкий к музею в Сен-Лораном. Тут достаточно много людей. Но тут уже поприкольнее, это больше похоже на то Марокко, которое я ожидала. Я считаю, это место было справедливо излюбленное в Сен-Лораном. И вообще, это яркий пример, почему он был вдохновлен культурой Марокко и возвращался много-много раз туда. Хотя тут, конечно, спорно, потому что мои эмоции после поездки не такие однозначные. И я бы не знала, вернулся ли я бы туда 2-й раз. Девочки, с которыми я ездила, вряд ли бы вернулись 2-й раз, потому что их отзывы на самом деле неутешительные. Все-таки после Европы как-то по-другому воспринимается Африка. Я не ожидала, что здесь так много кактусов. Это напоминает Кубу. Ну, вообще очень много туристов. Но зато с погодой повезло, потому что у нас был весь день дождь. Итак, я нахожусь в саду. И тут, конечно, очень прикольно.
много чего интересного, много зелени. Я очень люблю сады, потому что тут прекраснейшие звуки, хорошая погода. И просто посмотрите на то, что вокруг, на то, что окружает. В последней поездке я стала очень падкой на сувенирный магазин, и меня все абсолютно привлекает. Вы только посмотрите на этот традиционный чай, мятный как раз-таки в такой прекрасной сувенирной упаковке. Хочется взять все и для всех. Причем сувенирами, например, мне не жалко, потому что это в подарок, и когда не себе, то покупать как-то легче. И вы только посмотрите на эти очаровательные открытки, и, боже ж ты мой, сумки. Я очень хотела привезти сумку, но не привезла. Поэтому наслаждаемся картинами. Мне действительно хочется купить здесь абсолютно все. А вам нет? Или вы тоже такой же любитель шопинга, как и я? Пишите в комментариях, вызывает ли у вас желание купить здесь что-то. Или только у меня. А вот сейчас начались действительно эксклюзивные кадры, потому что съемка во всех музеях строго запрещена, но вы только посмотрите, я не могла не запечатлеть такую красоту. Я действительно не могла воздержаться, поэтому я старалась как могла снимать, чтобы было понятно, все видно, потому что я считаю, такое должно быть увидено, и количество людей меньше не станет, здесь действительно есть что посмотреть. Я советую, наверное, заложить половину дня здесь, если вы хотите подробно все посмотреть и насладиться в полной мере. Итак, в этот день нам все-таки очень везет с погодой в Марокко. Солнечно, мы посмотрели сады, и сейчас вот идем в музей Сен-Лорана. Я пыталась сделать фотографии, видео в музее Берберов. Но я не знаю, что там получилось. Он очень красивый, он очень классный, но там реально все запрещали. Там просто все запрещали. У меня было очень много ожиданий от музея Сен-Лорана. И на самом деле, в общем и целом, он мне достаточно даже понравился. В музее находится много экспонатов, сохраненных исторически, об истории Марокко, традиционные вазы, ткани, картины, ковры. Поэтому это действительно стоящее место. Я рекомендую посмотреть для ознакомления с историей. А вот здесь непосредственно музей Сен-Лорана с его одеждами, вдохновленными Марокко. И вы посмотрите, зацените съемку в начале. Это действительно была скрытая камера. Тут охранники были каждый метр. Я просто ходила, со мной ходила охрана. Я считаю, это действительно нужно посмотреть, это нужно увидеть и в реальной жизни, на видео, потому что действительно очень прикольно, очень классно, мне понравилось. Мне действительно сильно понравилось в этом музее. Я там потом отдельно прошлась уже без камеры, посмотрела, почитала, рассмотрела внимательно все одежды, потому что действительно люди, которые увлекаются одеждой, модой, стилем, рекомендацион большой. Я посидела в этом зале минут 20, мне понравилось, было интересно, я люблю показы, люблю моду, поэтому, в принципе, рекомендацион положен. Но, конечно, это можно увидеть и дома. Но здесь атмосферно, много-много людей. Нет, тут только правительственные. Правительственных? Да. То есть нельзя снимать с правительства, да, я знаю. Флаги должно быть можно. Вот такую красивую зеленушечку можно. Как музей Сен-Лорана? Как ты относишься к тому, что... Они запрещают фотографировать. Да, абсолютно. И мы скрывались из-под полы, какие-то кадры скрытой камеры.
Ждите влог. Да, ждите влога, это будет кринж. Где между людей вот камера вот так вот. Но это действительно, это очень странно. Ну что, я хочу просто снять, как тут ездят ребята. Что мы боремся за жизнь просто каждую нашу секунду. Как котенок, который хотел жить. Просто правда жизни. Именно сейчас никого нет. Аттракционы. Машина едет. Не, он вроде Нифига нормально себе, смотрит. Какой-то лакшери. Ну, кстати, Чем? он должен смотреть. Ну да, в итоге смотрим мы за всех. Блин, Он просто уверен. Они на уверенности. Они знают, что ага, они если задавят, столько они трупов легко на улице от вашей уверенности. ехать в норму. Ну нахуй пусть идет. Зачем ты его пускаешь? Это вообще. Да он не видит, господи. Это его проблема, пусть едет в обход. Реально, куда он вписался? Арабские сказки, зачем ты мне строишь глазки, манишь, дурманишь, за наш пойти с тобой. Суета на вокзале. Вперед. А я про что? В этом и проблема. Такое не только здесь, но они много где так делают. Сейчас мы должны так же делать. Да, в этом проблема, они вообще не смотрят, куда нужно. Поэтому да. Сейчас идем. Блин, знаешь, потом я обычно смотрю видео, а там пиздец, на заднем фоне. Он просто, знаешь, разгибанно, просто вот лютейший из лютейшего. Все, что могло, оно и будет. Я думаю, это хорошее время начать снимать. Я думаю, прямо. Прямо, иду прямо, иду прямо. Знакомое место. Мы здесь были. Да, мы вышли в наше. В наше. Слушай, а да, мы же идем по знакомой дороге, и мы пойдем так. Ага, тут чаще были. Да, все прекрасно, сумочки. Главное, успеть взять сумки. Но я не вижу где. А, вот. Видишь, слушай, у меня интуиция какая? Вон, видишь? Нашли сразу. Нашли сразу верное место. Все ок. Вон едет он сюда. Ой, Леша задавит по звонкам. Оксана! Бывает. Бывает. Я просто весь фокус на сумке. Мне, кстати, потолки красивые. Все-таки лучше, чем базар Пушкина. Так мне прийти лучше. Разница все-таки есть. Нормальные тряпки. За 1 евро купим. Я буду с Бергом ходить. Вон туда, я смотрю, один глаз на вас сторону, смотрите на сумки, теперь на девочек. Идем кушать. Тут уже дорога широкая. Шикарнейший сок стоит 2 евро. 160 рублей, вот он натуральный. Апельсины, ананас, там вообще без разницы какого. Я бы осталась здесь на неделю, просто бы оздоравливалась. Очень красиво, интересно, вайбово. Заканчиваю я влог с видео от Анжи. Повторяю, как это выглядит. В разных ресторанах по-разному. Первая часть влога заканчивается, вторая будет, возможно, еще интереснее про сафари, про другие города. А это был только Марракеш, только первые 3 дня. Далее нас ждет много-много интересного. Подписывайтесь, чтобы не потеряться и смотреть новые видео. Нажимайте на колокольчик, приходите первыми, пишите комментарии, пишите свое мнение, лайкайте. Я буду очень рада прочитать и посмотреть.